Привет! Не так давно я опубликовал видео о своем путешествии в Майами, а сегодня я расскажу тебе о том, как я ездил на Ки-Вест. И начну я это видео с вопроса. Самая южная точка Соединенных Штатов. Если вы думали, что она находится на материке, то вы ошибались, как и я. Вообще, если смотреть на карту вот так, то можно подумать, что штат Флорида кончается вот тут. Но это не так. Вы когда-нибудь слышали про Флорида Кис? Напишите, кстати, в комментариях. На самом юге Флориды расположено около 1700 коралловых островков. Есть очень маленькие, но есть большие. И самый главный остров — это, конечно же, Ки-Вест. О нем немного попозже. А сейчас о Флорида Кис. Самое необычное здесь это то, что все эти острова соединены мостами. Это хайвей номер 1, самое южное шоссе, протяженность которого 182 километра. Интересно то, что с 1912 по 1935 год здесь пролегала железная дорога. Но ураган в День труда 1935 года частично разрушил эту железную дорогу. Был нанесен катастрофический ущерб верхней части Флорида Кис. Но в 1950-х годах шоссе отремонтировали, предлагая каждому путешествие от Майами до Ки-Вест на автомобиле. Теперь, пожалуй, расскажу вам свои впечатления об этой дороге. И я вам скажу, эта поездка останется навсегда в моем сердце. Ехать по этим мостам и наблюдать такую грандиозную постройку – это незабываемо. Если честно, для меня возвести нечто подобное сравнимо с постройкой самого высокого здания или другого невероятного сооружения. Просто подумайте, построить огромное шоссе посреди океана протяженностью 200 километров – это просто сумасшествие. Направляясь в Ки-Вест, мы увидели множество островков. В основном весь бизнес здесь это отели и развлечения для туристов. Каких-то бизнес-центров тут, конечно же, нет. Ну и по отелям. Это вам не Майами со своими огромными 5-звездочными отелями. В основном это маленькие и очень уютные отельчики на берегу океана. Ну и самое главное, что я не забуду, это тот цвет океана. Я настоятельно рекомендую вам остановиться по пути, чтобы запечатлеть это. Вода здесь невероятно бирюзового цвета. Даже никаких обработок или фильтров не нужно. Все и так уже сделано природой. Также, если вам повезет больше, чем мне, здесь можно увидеть ламантинов. Не буду умничать и скажу просто, что это такое животное, которое живет в воде. В основном на мелководье, от чего их можно встретить порой прямо на берегу. Что стоит посетить на Ки-Вест? Давайте, пожалуй, расскажу вам о самых сочных местах на Ки-Вест. И первое — это самая крайняя точка Соединенных Штатов. Второе – Малый белый дом Гарри Трумана. Третье – Форт Закари Тейлор. И четвертое – ради крутых закатов я советую прийти вам на Маллари Сквер. Это мой личный топ, и сразу скажу вам, не все места, к сожалению, я смог посетить. Если бы я изначально знал, куда и в какое место я еду, то 100% бы поехал на несколько дней. К сожалению, приехать сюда у нас получилось ближе к вечеру, и многие музеи уже были закрыты. Дорога от Майами до Ки-Вест занимает около 3 часов, так что если едете сюда на один день, то ехать сюда нужно обязательно с самого раннего утра. Я бы ехал сюда на несколько дней. Объясню почему. Если в Майами вокруг одна роскошь и богатство, что мне, бедняку, было некомфортно наблюдать, то тут очень спокойный отдых. Ты как будто попал в санаторий или что-то подобное. Это такой умиротворенный отдых на острове. Вокруг одни пальмы, песок. Никто не пытается оценить тебя взглядом, и ты просто наслаждаешься тишиной и спокойствием. Одна из интересных особенностей и достопримечательностей Ки-Веста — это вот этот вот буёк. Помимо того, что он ярко раскрашен, он также является самой крайней точкой Соединенных Штатов. И еще интересный факт. Прямо от этой точки всего 90 миль до Кубы. Сзади меня стоит вот эта штука. Это самая крайняя, считается, точка Соединенных Штатов, самая южная точка. От нее, от этого буйка, 90 миль до Кубы, чтобы вы понимали. Сегодня я проехал около 200 миль, да? Примерно 200 миль мы сегодня проехали. То есть от этой точки до Кубы ближе, чем до Майами. Это вообще прикол. И здесь всегда стоит очень-очень много людей. Стоит огромная очередь для того, чтобы сфотографироваться с этим буйком. На краю Америки стою. Ай, блин. Вообще, если докопаться и быть прямо супер точным, то самая южная точка на этом острове находится западнее, на военно-морской базе США. Но доступа туда, конечно же, у туристов нет, поэтому остается наслаждаться вот этим вот буйком. Также на самом юге США можно и искупаться. В государственном парке Форта Закари Тейлор находится пляж, о котором я сейчас вам и расскажу. Этот государственный парк был построен в 1845 году и является национально-историческим памятником. В
1850 году он был назван в честь президента Закари Тейлора. Во времена гражданской войны это был военный порт, который оказался под властью северян. Это была важная стратегическая точка, вошедшая в историю сражений. Помимо того, что можно прогуляться по бывшим военным объектам, тут также есть пляж, который можно назвать самым южным пляжем Соединенных Штатов. Именно его мы и посетили. Это было 10 апреля, и вода была просто невероятно теплая. Кстати, интересный факт, что на Ки-Вест никогда не регистрировалась температура ниже нуля. Честно говоря, разница с пляжем Майами есть. И есть свои как плюсы, так и минусы. Из минусов могу отметить то, что дно здесь коралловое, так что ходить будет больно. Но из плюсов это более теплая вода, ее бирюзовый цвет, да и вообще не покидало чувство, что я вообще на каком-то райском острове, где-то очень далеко в океане. К сожалению, к этому музею мы приехали поздно. Также и дом Эрнеста Хемингуэя посетить не получилось. И все по той же причине. Единственное, что мы решили все же сделать, это просто проехаться по району, где находится этот музей. Сам дом был спроектирован в 1889 году для военного начальства, а в 1946 году врач президента Гарри Трумана порекомендовал ему отдохнуть в теплом месте. И президент выбрал именно этот дом. А имя Белого дома закрепилось за ним после того, как многие документы были подписаны тут. На страницах этих документов было написано: Белый дом, военно-морская база США, Ки-Уэст, Флорида. Но даже если вы так же, как и мы, приедете позже к этому музею, когда он будет закрыт, я все равно настоятельно рекомендую вам пройтись или проехаться по этому району. Там просто невероятно красиво. Вокруг находятся очень аккуратные ухоженные дома. Вообще проехаться рядом с домом, где когда-то в 50-е годы жил президент США, это уже интересно. Да и вообще это нужно увидеть. После такого думаешь, в старости я бы хотел бы домик здесь. Очень приятное и спокойное место. Про Малари Сквер. Приехав туда к закату, было ощущение, что весь Ки-Вест собрался в этой точке. Невозможно было даже банально найти парковочное место. И единственное, что я успел сделать, это выбежать из машины и сделать пару вот этих вот фотографий. Я вам сейчас, ребят, еще одну достопримечательность Ки-Веста покажу. Это просто прикол, смотрите сами.